Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Прежде всего хочу сказать всем спасибо за такой большой интерес к моим куколкам. Особенно вот к этой последней нашей маленькой кукляшке. Все так дружно ее вязали. Я прям видела по посещению канала. Вот меня это очень радует. И еще раз говорю, спасибо за такой большой интерес. Что я сегодня хочу сказать? В первую очередь, это по поводу того, у меня очень часто спрашивают про коробочки, да? Где я беру эти коробочки? Коробочки я покупаю в основном это сайты, они называются упаковка. Бывает в основном упаковка печенья, зефира, тортиков, кексиков, вот всякого такого. И там они уже, наверное, прилочились к тому, что их спрашивают коробки для игрушек. И у них даже появился такой раздел коробки для игрушек или кукол. Ну, это там, где вот я заказывала. Но я смотрела на других сайтах тоже. Можно подобрать по размеру. Есть просто упаковка. Ну, там такие коробки, они цветные, красивые, но не без окошек. Ну, такое можно и на почте купить, правда, крафтовая. Ну, все-таки такое можно купить. А вот с окошками это в основном для кондитерских изделий. Приходят они вот в таком виде. Смотрите, видите, это как развертка такая вот. И потом ее сложить. Тут что самое интересное, это то, что коробочка, она с окошком. Если, например, поставить на полочку где-то в магазине, да, или сделать подарок, то, конечно, более интересно и красиво выглядит, когда в окошко видно кукляшку. В собранном виде она выглядит вот так. Но это я уже сюда наполнитель вот этот положила. Наполнитель тоже, ну, вот, который я встречала, это бывает древесная стружка, а бывает какая-то мягенькая гофрированная порезанная бумага, причем разных цветов. Но бумагой я не пользовалась. У меня вот как купила я, и вот у меня пока вот эта древесная стружка. Я вот так вот сюда пакую своих лялечек, кукляшек. Вот эта вот коробка, она по длине 25 сантиметров. Вот у меня эта кукла помещается так здесь. И я сейчас вам покажу еще. Сейчас это уберу. Вот эти куколки у меня тоже. Они помещаются вот в эти коробки. Я тут, смотрите, как делаю. Я делаю вот так одежку в отдельные вот так кулечки. Каждый комплект складываю, да. И потом куколку. Сюда я наполнителя никакого не ложу. Там открыточки положу, еще что-то. И вот так вот оно у меня упаковывается. И вот эта вот куколка тоже. То же самое, видите, здесь два комплекта я положила, которые мы с вами вязали. И вот так. Сюда тоже вот эта куколка. Это вот, смотрите, коробка 25 сантиметров. Куколка вот у меня не доходит до 20. Это я к чему говорю? Мне вот пишут, что а у меня получилось 27 сантиметров. У меня еще больше. Девочки, не знаю. Вот вязала с вами эту куколку крючком Кловер 1,75. Вот она такая получилась. Вот стандартная коробка 25 сантиметров. Вот у меня уже, смотрите, еще сколько она, вот ножки тут и сюда, и она не дотягивает до 25. Но я вам скажу, что это такое дело, размер, очень-очень капризный. Потому что я вам сейчас покажу по своему опыту. Вот у меня вот эта лялечка я вязала. Вот голова, да? Вот смотрите. Я ее сейчас достану. Вот голова и вот голова. Вот видно, да, какая разница? Это намного меньше. Одни и те же нитки, один и тот же крючок. Разница в один день вязала я. И посмотрите, они разные. Это меньше, это больше. Я даже расстроилась, когда посмотрела. Думаю, а что ж такое случилось? Ну вот так. Поэтому не знаю, от чего зависит размер. Совсем не знаю. Вот.
так. Так что смотрите, вот эти коробочки, их можно заказывать. Ищите вот в таких магазинах, где кондитерскую выпечку прячут. Там, правда, есть наполнители, ну, чтобы кексики расставлять. Их вынимаете и используете коробку по назначению, так как вам нужно, да? Вот. Это вот я вам сказала про вот эти коробочки, чтобы вы знали, где их покупать. Вот ищите, смотрите. Ну, куколка в коробке, по своему опыту скажу, конечно, выглядит красивее и интереснее. Потом еще хочу показать вам такое недавнее мое увлечение. Ну, это так, наверное, можно сказать, баловство, да? Вот такая вот сумочка у меня связалась. Ну, это, скорее всего, такая детская. Она яркая, веселая. Вот такой вот у нее клапан. Связала я ей. Это для какой-нибудь маленькой девочки. Для поднятия настроения. Все такое яркое, кричащее, красивое. Это обычные акриловые ниточки. Я покупала. Они совсем недорого стоят. Я их купила. Я вязала салфетки, подстаканники или под чашечки. Они у меня остались. И вот мне захотелось что-то такое вот для настроения, такое яркое. Думаю, свяжу сумочку. И вот не знаю, это у меня такое проба пера. Это у меня одна такая сумочка я связала. И вот еще такая, как говорят, из бабушкиного квадрата связала сумочку. Тут у меня уже немножечко лямочка другая, но тоже цветная. Здесь самый что ни на есть настоящий квадрат. Вот подкладку я сюда не сделала. Я не знаю, может, она и не нужна сюда подкладка. Вот, и вот осталось мне пришить сюда пуговичку. Не знаю, подобрать какую. У меня таких вырви глаз цветов пуговиц даже и нету. Ну, посмотрим. Может, какую-то найду. Вот, оригинальную. Сюда можно еще божью коровку приклеить. Ну, вот такие вот сумочки. Это я вам так, знаете, по хвостушке, что у меня навязалось, что я пробую. И я не могу делать все время одно и то же. Мне нужно как-то перемена деятельности. Вот я не знаю, у всех так, не так. Если вот кто еще так вот вяжет что-то одно, потом надо раз и сразу все коренным образом поменять. Вот у меня так. Вот как у вас. Так что вот навязались у меня еще такие сумочки. Интереснее. Потом еще хочу я вам показать. Я вам рассказывала, что я вяжу иногда из плюша. Но у меня так получилось. Я вязала котиков. Ну, у меня были на них заказы, меня просили, плюс я дарила. И как тот настоящий хомяк, я купила много пряжи. Вот надо и все, понимаете? У меня целая коробка этой пряжи. Но я же думаю, ну что делать? Ну надо же куда-то ее девать. А я только котов тех вязала. Ну котами теми уже все задарены. То есть они уже никому не нужны. Поэтому я в прошлый раз показывала, я связала вот такого вот зайку. Видите? Вот. И решила связать еще одного. Замечательный зайчик. Хороший, интересный. Я даже попыталась клеить ресницы. Но скажу вам, это такое муторное дело клеить эти ресницы, что я даже и не знаю. Вот. Ну, такой вот хороший зайчик. Вот у меня уже был такой, только серенький. Ну, а так как я люблю экспериментировать, я связала еще одного. Сейчас вот, чтобы для сравнения. Вот. Тут я связала другую головку. Видите, другая голова. Глазки немножко по-другому. И тут цветные глазки у меня. А здесь просто черненькие. Вот. Ну, тоже вроде симпатичный. Вот у меня, видите, такие зайчики. Платьишко хорошее. Это я вот связала. Ну, а потом я иногда смотрю, вдохновляюсь и смотрю игрушки. И понравились мне игрушки. Небольшие такие, маленькие, симпатичные. Думаю, свяжу. Там тоже был мастер-класс. И я прям вот так вот села и по мастер-классу связала. Ну, пряжу же надо куда-то девать. Вот, смотрите, какие у меня мышата. Ну, как чебурашки. Да? Вот они с хвостиками.
Это на сайте канал Вязуля от мамули. Вот я с ней связала вот таких вот интересных мышат. Ну, они манюсенькие. Я сейчас даже вам скажу. Вот если с ушами, да, вот с ушами. Ну, где-то 17 сантиметров они получаются. Такие малышки. Ну, такие хорошенькие. Очень мне понравились. В руках их так держать. Приятно, такая прелесть, да. Вот у меня их 2 штучки. А потом я увидела такую игрушку, которую мастер-класс я приобрести не могу. Не потому, что там не могу финансово, а потому, что... Потому. Н- Ну, короче, не могу, да? Вот. И... А мне ж хочется такую игрушку. Вот я увидела, а мне хочется. Я так вот думаю, буду пробовать. И вот что я напробовала. Я связала вот такую вот лисичку. Смотрите, такая вот лисичка с хвостиком, вот в юбочке, вот с такой мордашкой и с такими глазками. Мне она понравилась, но не то. Вот не такая, да? Я посмотрела, думаю, сейчас я тут редки добавлю, тут убавлю, тут немножко сделаю похудее. Посмотрю, что у меня в итоге получилось. В итоге у меня получилась вот такая лисичка. Вот, тут уже, видите, голова побольше у нее. И утяжки я тут экспериментировала. Вот. Вот такая же юбочка. Ну, тут вот более плотная юбочка идет. Здесь юбочка менее плотная. Тоже хвостик здесь, лопатошки. Вот, смотрите, то есть я вот так вот вязала, связала. Потом думаю, а дай-ка я сейчас еще что-то изменю. Вот, и я сделала большие глаза. Тоже вот котичка, ну не котичка, лисичка. Это все у меня лисички и лисички. Тут вот длинные ручки, а здесь я уже покороче сделала. Вот, юбочка уже здесь я экспериментировала. Здесь я столбиками без накида обвязала, а здесь я обвязала рачьим шагом. Вот. Тоже, ну, вот такая вот лисичка. Мне вот с такими глазками больше даже понравилось. И тут тоже я по-другому глаза расположила. И утяжка, хвост и поменьше. А потом думаю, а давай-ка я сейчас еще изменю и сделаю ножки покороче. И что получится? А получится, что получится? Получилась у меня мышка. Смотрите, вот такая вот булочка. Вот просто, ну вот булочка булочкой. Я даже не знаю, я в нее влюбилась, в эту кнопочку такую. Тут носик кругленький, тоже большие глазки. Видите, они блестящие и розовые. Ушки такие классные. Хвостик у нее есть мышиный хвостик, да. И ножки тут я уже сделала покороче. И она вообще, я же говорю, превратилась прямо вот в такую вот булочку-булочку. Хорошую-хорошую. Вот это вот я сидела, все считала, высчитывала, пересчитывала, меняла, как мне нравится, как лучше, как хуже. И вот пришла к такому. И последнее, что у меня получилось, это у меня уже оранжевый был в остатках. Я уже лепила, крутила. Мне же надо вывязывать эту пряжу. Мне ее много. И у меня получилась вот такая вот чудесная кошечка. Ну, я не знаю, похожа она на кошечку или не похожа она на кошечку. Видите, уши уже такие разные. Она у меня тут полосатая. Мордашку я вот тут сделала беленькую. Глаза зеленые, блестящие, большие. Вот тут тоже вот я экспериментировала с утяжками. Когда что. Вот такие лопатохи. Ножки тоже покороче, чем у лисичек. Вот у меня здесь я сделала. И вот такой кошачий хвост полосатый. У рыжих полосатых котов. Такая вот у меня булочка, да. Вот смотрите, сколько навязала. Но у меня еще есть пряжа. Еще надо вязать. Но я вот еще что хочу у вас спросить. Может быть, есть тут девочки, которые вяжут эти игрушки из плюша. Вот это вот я вяжу Дольче. Ярго Нарт Дольче. Да, вот это вот у меня нитка. Она, ну как, она в принципе хорошая, да. Такая вот
мягенькая, легко ею, в принципе, вязать. Я вяжу крючком 3,5. Да? Ну вот распускать это проблема. Она и зашивать ею тоже проблема. Вот я даже подготовила такие ниточки вот вам показать. Видите, вот это самая большая проблема, которая случается в этой нитке. Она начинает вот так вот секторами, вот понимаете, прям вот так вот разбиваться. И если, например, распускать, вот именно вот в этих местах оно запутывается, его распустить невозможно. И шить тяжело. Вот, например, ушки пришивать. Надо быстренько, пока нитка не расслоилась, туда-сюда, туда-сюда, аккуратно и зашить. Ну, я потом нашла выход, я беру такого цвета обычные ниточки, зашиваю. Вот. Нитка во всем хороша. Но вот это вот, конечно, огорчает, бывает, и нервничаешь из-за этого. И вот я хочу спросить, а может быть есть какая-то другая пряжа, которая будет такая же, да, но может быть она по качеству немножечко лучше и вот так не расслаивается. Я пробовала велюта, да, я вязала гусей, но она же толстая. Если здесь в 100 граммах у нас 120 метров, то в той, по-моему, 68. Ну, она толстовата, игрушки, конечно, получится побольше. Тут вот так вот взял в ручку, вот они такие вот хорошенькие, такие симпатичные, масенькие такие. Вот. А с той будут поболее. А другую пряжу я никакую не пробовала. И вот если мне надо докупить, потому что у меня такие ядреные цвета остались, там такой желтый, малиновый, мятный, вот голубой у меня есть. А вот чтоб серенький, рыженький, там какой-нибудь персиковый, у меня закончились. И надо, если докупить, то вот я не знаю, может быть, есть какая-то пряжа, которая тоже 120 метров в 100 граммах, и можно ее использовать вместе с этой, но она по качеству может быть много лучше. Так что, если кто знает, может быть, мне посоветуете, что мне делать, да? Вот. Ну, а так, вот это все, что, наверное, я вам хотела рассказать. Задать вам вопрос вот по поводу этой пряжи. И еще хочу сказать, может быть, кому-то пригодится из девочек. Это я давно-давно мечтала о такой штуке. Ну, может быть, это я, как говорится, каменный век. Может быть, у всех уже все есть. Я хотела такую штуку, как вот это вот, да? Вот. Ну, вы, наверное, уже догадались, что это такое. Это такой стол для демонстрации игрушек. Ну, вы видели, что у меня вот эта последняя лялечка, она у меня крутится на поворотном столе. И я вот так снимаю видео, и очень удобно. Она крутится, видно сразу ее и сзади, и сбоку, и спереди. И не надо делать несколько кадров, чтобы вот переставить эту куклу. Вот такой вот стол. У него он работает у меня от USB, может работать от таких батареек, от таких батареек. Аккумулятора в нем нет. Вот. Но он может крутиться на 360 градусов, может четвертинками крутиться туда-сюда, туда-сюда. И скорости меняют. Ну, скорость это такое дело. Я в редакторе все равно скорость меняю, потом такую, как мне надо. Вот. А так вот оно просто через USB подключается. Ставите куклу. Можно увеличить площадку. Ну, просто включать будет не совсем удобно подлезть. Есть вот такая зеркальная. Ну, я люблю положить салфеточку. Вот. На нее вот так вот. У меня малышки салфеточки есть. И вот так вот включаю. Вот можно даже сейчас попробовать. Да? Вот, видите? Это вот она секторами как бы крутится, да? Вот. А это вот она пошла так крутиться. Вот. Это я приобрела ее на Алиэкспрессе. Ну, я просто счастлива. Мне теперь намного удобнее показывать куколок в нарядах. И даже если вот мои шарики, темарики демонстрировать, то тоже, конечно же, очень удобно вот так показать. Вообще вот вот эта штучка, она предназначена для рекламы э, ювелирных изделий.
Так что вот, если хотите, то можно такое приобрести. Потому что вручную я пыталась крутить, у меня такие столики были. Вручную тоже совершенно не то. А вот так вот очень хорошо. Ну все, похвасталась я вам еще и этим. Показала я вам много игрушек своих, которые я навязала за вот этот вот период. Буду вязать дальше. Ну, а сейчас мое видео уже подошло к концу. Огромное вам всем спасибо, что вы меня смотрите, что вы со мной вяжете моих куколок. Вот, приходите, вяжите. Буду надеяться, что идеи меня не покинут, и все будет хорошо, и я смогу делать новые мастер-классы. А на этом я с вами прощаюсь. Буду говорить вам до свидания, до новых встреч и пока-пока.